Всем доброй ночи. Дорогие друзья, на Востоке еще до исламский период бракосочетание называли никах, что в дословном переводе с фарси означает законность или неоспоримость. Никах – это законный брак. Есть определенные условия, по которым мужчина имел право вступить в брак с женщиной и наоборот. Ислам, который утвердился на Востоке как официальная религия, эту традицию перенял. И теперь уже в исламе никах стали называть законным браком. Для того, чтобы заключить никах, мужчина должен был соблюдать определенные условия, выплатить определенную сумму денег, это называлось калым, то есть благодарность родителям за невесту, после чего брал ее в жены. Согласно предписаниям, мужчина имеет право вступить в брак как с мусульманкой, так и с христианкой и с иудейкой. Но женщина не вправе выходить замуж за мужчину, который не мусульманин. Вот такие вот интересные законы. Как говорится, везде мужики найдут себе лазейку. Совершается таким образом. Присутствуют свидетели со стороны невесты и жениха. Они свидетельствуют о том, что жених и невеста готовы заключить законный брак. И при этом те свидетели, которые при этом присутствуют, должны подтвердить, что они это все увидели и что они это все подтверждают. И при свидетелях мулла или улем заключает брачный союз. Обычно мулла заключал брачный союз между обычными людьми, а улемы – это верховные, скажем так, главные, духовные лидеры Востока. Они заключали брачные союзы султанов, ханов, шахов и так далее. Но в исламе тоже есть свои, скажем так, противоречия между шиитами, суннитами. По-разному заключается брак. Есть браки, называется брак удовольствия. Это когда мужчина имеет право некоторое время провести с женщиной, признает ребенка, рожденного от него, обязан содержать, но при всем этом он не обязан жить с ней как с другими своими женами. Но при всем этом это не считается прелюбодеянием, поскольку они открыто заявили о своих отношениях и заключили брак для удовольствия. Это, как бы сказать, узаконенные любовные отношения. Вообще браки на Востоке заключаются согласно не только религии, еще и согласно обычаям местных народностей, традициям и прочее, прочее. Вот алиуты Сирии немножко по-другому. Они более склонны доверять бракам, заключенным в государстве. В Персии брак заключается только перед людьми, поэтому свадьба должна быть как можно более большая, чтобы просто все село было на свадьбе, и ни у кого не возникало бы никакого сомнения, что этот мужчина и женщина теперь муж и жена. Я к чему веду? Я веду к тому, что на Востоке была очень древняя традиция. Прежде чем выходить замуж, да и потом замужние женщины тоже делали определенные ритуалы, заключали брак с деньгами, с имуществом. То есть бракосочетались с богатством и проводили некий такой маленький обряд никах.
имитируя как бы замужество, брак, но с денежной силой. Время от времени это бракосочетание можно было повторить, потому что денежная сила, она капризна, она устает, она может как бы ослабить немного свои вот эти все посылы, да, в мир человека, в его судьбу. И время от времени бракосочетание с деньгами повторялось. Сейчас я проведу маленький никах с денежной силой. И постараюсь провести соблюдение всех традиций восточного никаха, не только исламского никаха, восточного никаха, потому что очень много и в исламе просто восточные традиции, которые так и перешли и остались. И весьма неплохие, между прочим. Но вот это проведение никаха с деньгами, соблюдение всех традиций, оно, знаете, настолько срабатывает сильно, потому что, видимо, вот этот типаж традиции, вот именно такой, то есть именно эти слова, которые тысячелетиями произносились, именно эти действия и прочее, прочее, настолько укоренились, настолько усилились, настолько набрали энергию, что, проведя никах с деньгами, вы тут же улучшаете свои финансовые положения. А если временами это повторить, потому что это можно повторять, это незаконный тот брак между мужчиной и женщиной, который раз и навсегда заключается. Здесь заключается с капризной силой, поэтому время от времени этот брак можно повторить. Вы сами увидите, как у вас начнут меняться финансовые дела. Мне иногда спрашивают, а вот можно, вот нам не будет плохо, если мы, например, делаем какие-то ритуалы согласно традиции, обычаи других народов. Дорогие друзья, конечно же нет. Ведь мы же с вами не религиозные традиции там и обычаи применяем или ритуалы. Мы применяем древние знания. И если даже есть что-либо, намекающее на религиозные, да, ритуалы, то она абсолютно отводит в сторону, она абсолютно изменено, она абсолютно подогнана под ритуал с древними силами. То есть она более с древней традицией, с древними корнями. Поэтому к религии она отношения не имеет. Это религии взяли древние традиции и присвоили, а они древние берут традиции новых религий. Понимаете? Итак, что для этого нужно? Ну, во-первых, начнем с того, что вы вступаете в никах, в брак, не бедный, несчастный, вы должны надеть на себя, нацепить украшения, желательно серебро и золото. Не желательно, а обязательно. Бижутерия тут вообще не подходит и близко не должно быть. Зеленые свечи, зеленый цвет вообще считается на Востоке цветом жизни, счастья, благополучия, мира и так далее. Деньги, любые деньги, можете деньги вашей страны взять. Я работаю с долларом, потому что мне нравится. Работа с долларом у меня быстрее получается, потому я предпочитаю с долларом. И для себя, и для других я работаю с долларом. Доллар и любимое кольцо. Вот оно, мое любимое кольцо. Один из любимых колец. Видите, ногти уже пора делать, времени нет. На днях поеду. Вот. Вот это кольцо. Оно должно быть золотое. Ну, здесь бриллианты, там вы на свое усмотрение. У вас какое есть, то и берете. Собственно говоря. Берете деньги в руки. Да, извиняюсь, красный платок или красная материя, который вы кинете себе на голову. Потому что вы будете сидеть, как женщина, которая вступает в никах. А в никах вступают в красном платке. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, да, может провести мужчина.
Ему, конечно, платок не нужен, но он может провести. Хочу вам сказать, что этот ритуал поможет и найти хорошего жениха, кстати говоря, но не всем, смотря кому. Если она в поиске, если у нее есть какие-то предпочтения, если у нее есть возможность выбора, этот ритуал очень может помочь найти мужчину, который всю жизнь обеспечит и будет она жить в достатке. Это тоже реально. Но финансовое вот это благосостояние обязательно меняется, чем бы вы ни занимались. Особенно, если у вас есть еще и восточная кровь, хоть капля, о, Господи, у меня же язык заплетается на ночь глядя. Значит, татарская кровь, кипчакская кровь, ну, любая, чуть капля восточной крови вообще сразу получится. Начали. Нужно держать деньги в руках. Значит, читать. И когда дойдем до определенного места, я вам скажу, когда надевать кольцо на палец. Итак. Сегодня я, ваше имя, заключаю священный никах перед лицом судьбы и людей с деньгами, с денежной силой. Отныне я за деньгами в никахе, а деньги в никахе со мной. Вот так возьмите в руки и говорите. Берете ли вы деньги, меня, имя ваше, дочь, имя вашего отца, супруги? Берете. Берете, 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 берете. Беру ли я в супруги деньги? Беру. Беру ли? Беру. Беру ли? Беру. А вы, свидетели силы судьбы, подтверждаете ли, что никах этот состоялся? Подтверждаете. Подтверждаете? Подтверждаете. Огонь и вода, воздух и земля, солнце и луна, свет и тьма. Примите и благословите мой никах с деньгами. Деньги за мной в никахе, я за деньгами в никахе. Истинно так. Почему я спрашиваю? Подтверждаете, там, берете, так положено. Так совершается обряд никаха. Вот на том месте, где было сказано, я за деньгами никахи, деньги за мной. Это маленький сюда не лезет. Поэтому я сюда надеваю. Надо чуть-чуть подтянуть ее. Значит, когда вы так говорите, нужно надеть на, значит, там, где положено надевать, да, обручальное кольцо. Вот это колечко. С этим кольцом нужно ходить, несколько часов, 3-4 часа. Потом можете снять, положите отдельно от других колец. И каждый раз, когда у вас какая-то денежная сделка, или когда у вас нужда в деньгах и в чем-то еще, наденьте это кольцо. Через некоторое время ваш вопрос с деньгами будет решаться. Значит, этот ритуал можно время от времени повторять. Например, раз в месяц. До того, как вы не поймете, что денежная сила уже привыкла к вам и никуда уже не уйдет. Собственно говоря, тогда можете уже расслабиться. Пожалуйста, пользуйтесь во благо, и пусть ваши мечты сбываются. Всем удачи!